Приветствую! Перед началом просмотра ролика не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Уже столько лет кошки и собаки живут бок о бок с человеком. Кажется, мы знаем о своих любимцах все. Но по-прежнему существуют заблуждения, в которые владельцы продолжают верить. Горячий нос у собаки – признак болезни. Владельцы собак прекрасно знают, что когда их питомец здоров, бодр и весел, то его нос должен быть холодным и влажным. Если же мочка на носике, сухая и горячая, все же не стоит впадать в панику. Причин такого состояния может быть несколько. Например, собака только проснулась и нос у нее сухой, то это вполне нормально. Также, сухим и горячим носик может быть после активных прогулок, тренировок, резкой смены погодных условий. Очень часто нос становится сухим и теплым из-за появления аллергии на пыль, пыльцу растений, некоторые продукты и так далее. А вот когда нос стал влажным в период спокойствия животного, то, возможно, имеет место стресс или смена обстановки. Если вам кажется, что ваш питомец заболел, измерьте у него температуру. Для собак нормальной считается температура 38-39 градусов, для кошек – до 39,5. Когда показатель выше или ниже нормы, стоит обратиться к ветеринару. Кошки боятся воды. Это не совсем так. Представители некоторых пород просто обожают водные процедуры, а другие с удовольствием играют со струей воды из-под крана. Но есть и те, кто упорно избегает контакта с водой, как бы нам ни хотелось их искупать. Почему же кошки боятся промокнуть? Во-первых, водные процедуры часто доставляют им дискомфорт и могут привести к переохлаждению. Ведь густой подшерсток долго высыхает, и питомцу это неприятно. Иммунитет снижается, и в итоге такие процедуры иногда служат причиной появления инфекций и болезней. Во-вторых, вода часто попадает в уши мурлык, что может вызвать их воспаление, отит. И чем больше размер ушных раковин, тем выше риск попадания влаги внутрь. Радостная собака виляет хвостом, а довольный кот мурлычет. Не всегда это действительно так. Иногда собака виляет хвостом, когда испытывает отрицательные эмоции, напряжение, страх, агрессию. Именно стереотип «виляет хвостом», значит доброе, часто приводит к нападению на человека и серьезным укусам. Поэтому нельзя ориентироваться только на один сигнал тела животного. Что касается кошек, то они могут мурлыкать не только в моменты удовольствия, но еще в случае стресса или боли. Считается, что это своеобразный успокаивающий механизм, который помогает животному восстановиться. Лучшая еда для питомца – еда с общего стола. Конечно, животным необходимо сбалансированное и здоровое питание. И у владельцев есть только два варианта – натуральные продукты с хозяйского стола или качественный промышленный корм. И если вы выбираете первый вариант, то это должно быть сырое мясо, ведь животным нужен живой, а не химический белок. Желательно покупать говядину и индейку. Свинина слишком жирная, а курицу часто пичкают гормонами и антибиотиками. Соль, перец и другие приправы питомцу есть запрещено. И если вы предпочитаете промышленный корм, то желательно выбирать сорта премиум-класса, в которых все сбалансировано. В отличие от человека, у собак нет такого количества вкусовых сосочков, поэтому им не нужно большое разнообразие блюд. Когда с младшего возраста вы приучили питомца есть один и тот же корм, он не будет попрошайничать и просить что-то еще, так как не знает вкуса другой еды. И это абсолютно нормально. Мешать натуралку с кормом нельзя, либо даете одно, либо другое. Чтобы правильно подобрать рацион своему любимцу и избежать возможных проблем со здоровьем, проконсультируйтесь с ветеринаром. Необходимо вакцинировать животное каждый год. Конечно, прививать питомца важно и нужно. Но одной дозы некоторых вакцин может быть достаточно для эффективной защиты организма на долгое время. Согласно исследованиям, однократная вакцинация против парвовирусного энтерита и чумы обеспечивает иммунитет вашему питомцу на срок от 7 лет до конца жизни. Как же определить, нужна ли прививка животному? Все просто – сделать анализ крови. Он покажет, достаточно ли у вашего четвероногого друга антител, чтобы справиться с возможной инфекцией самостоятельно.